Зимний парк был окутан тихим, словно пушистым покрывалом, снегопадом. Снежинки лениво кружились в воздухе, опускаясь на голые ветви деревьев и покрытые инеем дорожки. В воздухе витал запах влажного снега, перемешанный с едва уловимым ароматом хвои. На одной из скамеек посередине аллеи сидела молодая женщина в темном пальто, укутанная шарфом, который едва согревал ее дрожащие плечи. Она казалась растворенной в белизне зимнего мира, одинокой и тихой, словно сама природа замерла вместе с ней. Маленькая девочка в ярко-красной куртке и теплой серой шапке подошла к ней осторожно. В руках она держала бумажный пакет, слегка сминая его ладонями, как будто пыталась скрыть волнение. Несмотря на свой юный возраст, ее взгляд был необычайно серьезным и внимательным. Казалось, она читала за внешними линиями лица женщины скрытую боль и одиночество, словно понимала, что обычный жест дружбы может стать для нее спасением. Девочка аккуратно поставила пакет рядом с женщиной и на мгновение замерла, словно передавая без слов, что она здесь, что она заботится. Женщина почувствовала странное тепло, исходящее от маленькой фигуры рядом. Это тепло было не физическим, оно проникало глубоко к сердцу, заставляя забыть про холод, про ледяной ветер и снег, про все тревоги, что накапливались годами. Она закрыла глаза на мгновение, позволяя себе почувствовать внимание и заботу, которые так редко встречались в ее жизни. Села другой стороны аллеи, отец-одиночка наблюдал за ними издалека. Его сын, маленький мальчик, катавшийся на санках, разрывался между игрой и любопытством, но отец заметил именно их. Сердце мужчины слегка сжалось при виде ребенка, который, несмотря на утрату матери 3 года назад, был полон заботы и внутренней решимости. Он узнал в этом взгляде что-то родственное чувство ответственности и любви, которое не требовало слов. Мужчина медленно подошел к скамейке, осторожно наблюдая за реакцией женщины. Ее глаза были влажными, но не от внешнего холода, а от внутренней боли, которую он почувствовал сразу. Он присел рядом, его присутствие было спокойным и уверенным. Женщина, сдерживая слезы, позволила себе признать, что бывший муж выгнал ее из дома, оставив без жилья и поддержки. Она была уязвима, но в то же время готова принять помощь, если она будет настоящей. Отец-одиночка слушал внимательно, не перебивая, не торопя. В его глазах отражалось понимание и нежная забота, как будто он видел в женщине не просто прохожую, а человека, нуждающегося в защите. Он предложил ей приют, и в этот момент мир вокруг них, словно замер, снег падал мягко, деревья склоняли ветви, а холодная тишина парка стала безопасным одеялом, под которым они могли найти тепло и утешение. С этого дня их жизнь изменилась. Маленькая девочка обрела новую мамочку, женщина — защиту и тепло, а мужчина — любовь, постепенно заполнявшую пустоту после утраты. Их дни стали наполнены заботой друг о друге, совместными прогулками, тихими вечерами у камина и смехом, который рассеивал прежние страхи. Каждый вечер они вместе раскладывали книги, готовили чай и делились маленькими радостями, создавая мир, в котором боль уступала место счастью. Через год их счастье обрело форму семьи. Мужчина и женщина поженились, а девочка с радостью наблюдала, как взрослые, которые стали для нее родными, строят новое будущее. Тот зимний день в парке, когда маленькая девочка протянула бумажный пакет и принесла тепло, стал началом новой главы, наполненной любовью, заботой и надеждой, которая теперь согревала их сердца даже в самые холодные дни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.